Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals The Hour. Карта Forgotten Air Battle, и справа у нас Маракар, стандартный генерал Гла, ну а слева Бойко, генерал Гла, доктор Тракс, токсиновая армия, можно сказать, Гла Миррор на ваших экранах. Чемпион 2020 года Бойко будет биться против действующего чемпиона мира Маракар на довольно древней карте, я бы сказал, и, наверное, даже нищий в плане ресурсов. Тут не так уж и много денег-то на самом деле. Ну вот док снабжения есть сверху, здесь там 40 тысяч, внизу коробочки. Ну ладно, коробочек в принципе много, и есть вышка одна и вышка вторая. В принципе, это и все. Есть, кстати, нефтепереработка на карте. В принципе-то больше тут захватывать на этой карте нечего. Ну, домики есть на центре, и разбег рабочих начинается уже от каждого из Гла. И, кстати, Маракар довольно близко к Бойке-то подходит. Саплай ставится, норка строится для защиты, и рабочий побежал вверх по карте. Я так полагаю, что к вышке. И где-то здесь домик есть, в котором тусовочка идет. По-моему, вот этот. Да, вот этот самый дом, в котором происходит какая-то тусня. Тут прям слышно бас, по крайней мере, у меня в наушниках. Как у вас, ребята, там в динамиках телефонов, планшетов, я не знаю. Ответный рабочий от Маракара также прибегает под вышку, и внизу глашники ставят свои норы. Вот эту вышку, я так полагаю, что кто-то из бойцов точно захватит. Но вот эта норка на самом деле не дает мне покоя, она достраивается, ракетчики выходят, техничка подошла, будет ли подрыв? Нет, подрыва никакого не будет, Бойко поехал дальше, а рабочего своего явно потеряет, и техничка проехала уже через центр, достаточно близко. Здесь вопрос, нагружена ли она чем-нибудь. Да, там 5 юнитов сидит, что это, подрывники, либо ракетчики. Я думаю, что это все-таки подрывники. Да, и будет взрыв сейчас ресурсного центра. По всей видимости, осталось еще буквально немножко, и на один саплай уже Маракар пострадал. Возвращается течь обратно. Кстати, возможно, даже она и успеет в норку обратно вернуться. Новую не придется заказывать. Да, уходит, и ждем новых подрывников, я так полагаю. А здесь Маракар прокатился, уничтожил рабочих. Бойки, он также страдает теперь по экономике, но ему, по крайней мере, не нужно отстраивать ресурсные, и потеря технички. Много очень ракетчиков загружается в течь. Еще здесь добавляет Маракар уже 3 технички, и ждем, что же он будет ими делать. Ну вот вплетык к норам, я думаю, подъезжать не стоит. Можно потерять своих пехотинцев. Да и, в принципе, всю армию токсинового генерала. Норы достаточно сильные. Начинается перестрелка, и уже потеря одной технички. Это Маракар. Бойко отбивается, по всей видимости, и Маракар уезжает обратно в свою нору. Кстати, это у нас стандартный генерал Гла, и можно эту норку застелсить, но Маракар этого не делает. Рабочего также можно куда-нибудь спрятать, чтобы тут норка, это стелсная, если она таковой будет, не палилась сверху. Норка токсинового генерала готова, и Маракар также свою норочку строит. Ну и выход от Бойки, и, по всей видимости, Маракар решил здесь лишиться здесь позиций, и уничтожение казармы Бойко временно не сможет строить норы, но все-таки сможет, потому что у него есть вторая казарма. И, кстати, была отмена военного завода, я так полагаю, и вот он новый построился, правда, пока фейковый. Ну, я думаю, что скоро будет настоящий. Казарму строит Бойко, но потом, наверное, опомнился, понял, что у него есть казарма, и норки он по-прежнему может строить. А здесь норку добивает только сейчас. Ракетчик работает, техничка катается. Может быть, хотел здесь проехать по рабочим, да не вышло. Там все задефано, в принципе, да. Техничку можно будет потерять, и Бойко этого делать не хочет. Стоит ребель, токсиновый, готовится к захвату вышки. А вот зато Бойко сверху теряет свои позиции. Снизу Маракара выбил, но сверху норы потерял. Точнее, нору, да, одну. Но вот здесь заезжает течь с ракетчиками, с ребелем токсиновым. Он сразу же выбивает пехоту Маракара, но есть токсотрактор, высаживается Бойко, но все равно вся пехота у него, по всей видимости, будет закрываться сейчас. Да, в домик обратно сесть не удастся. И Маракар без труда своих ракетчиков по домам рассаживает, и вышку будет держать под контролем. По всей видимости, завод уже у Бойки настоящий. Не вижу я больше никаких пока подрывов. Просто пока генералы добывают ресурсы, и пошел захват вышки. И, кстати, Маракар также уже к захвату готов. Даже уже изучил этот самый захват. Поехали 2 технички вперед. Здесь есть какой-то юнит от Маракара, по всей видимости, это рабочий, потому что никаких выстрелов не происходит. Выходят квады уже.
Бойко выходит в квады, ракетчики, захватил вышку, напоминаю. Здесь пехотинец от глаз слева, это у нас токсиновый генерал, и Маракар отступает. Здесь добавляется минка еще на всякий случай на этот проход, если тут своей армией Бойко решится проехать. Вышку Маракар себе взял и Ребеля садит в домик. Пока не вижу я каркаса дворца. Нет, есть. Есть каркас дворца, вот на данный момент он у Бойки, а у Маракара пока только 2 военных завода и, в принципе, больше чего. И готовится, кстати, подрыв. Возможно, подрыв военного завода, может быть, даже сапплай. Ну, тут норм много. Мне кажется, что можно потерять своих подрывников. Как бы, мне кажется, лучше заехать сюда куда-нибудь в уголочек и подорвать военника. А может, кстати, подъехать и подорвать вышку. Но, опять же, норы. Норы вокруг вышки, и, возможно, просто подрыв будет в никуда, потому везде опасно. Все-таки, мне кажется, под военник было бы неплохо вот так вот как-то аккуратненько заехать, да, вот так вот тут вот где-то на краю карты и просто все это дело взорвать. Но Маракар хочет все-таки к вышке, я так полагаю. Но, блин, все задефано. Еще одна норка строится, каркас дает Бойко. Квады вышли. Нет, 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 никуда. А, это вот второй подрыв. Вот он был подрыв, то есть это была отвлекающая техничка. Вторая хотела зайти, но норы отработали подрывников, и квады закрыли технички. То есть подрыв в никуда абсолютно. Как бы Маракар сейчас просто зря потратился. И выход во дворец. Ну, с 2 военных заводов, конечно, спамить будет куда поинтереснее. Но Бойко по-прежнему продолжает спамить в 1, и ему этого достаточно. И, кстати, подрывники. Я вижу спам подрывников от токсинового генерала. И добавляется еще одна норка. То есть свои позиции Бойко дефает вовсю. Боится, что Маракар приедет, наверное, и что-то здесь подорвет. Не хочет свои здания Глашник слева терять. Вышка тут вся задефана, в принципе. Но пока каких-то активных действий от бойцов, вот уже 8 минут пошла, вот, да, там что-то поподрывали, заехали, что-то постреляли, но прям жесткого какого-то актива пока нет. Ну и карта, в принципе, большая, да, тут как бы передвигаться, пока ты куда-то доедешь, но можно попробовать куда-нибудь, не знаю, рабочего там в угол привести, да, почему бы и нет, и попробовать выбраться. Ну и Бойко, так полагаю, приехал подрывать. Да, это отвлекающая, вот она вторая, шикарно. Шикарно, еще и мог бы и нору забрать, но не хватило немножко мощности. Но зато подорвал еще и токсотрактор. Вышка минус. Маракар своей вышки лишился. Но зато он наспамил большую армию танков Скорпионов, выучил грейтные ракеты и попер забирать у Бойки ресурсный. Вышку подорвать не удалось, решил поехать просто ресурсный центр уничтожить. Тут он ликватый, ну, есть пара ракетчиков. Ракетчики, конечно, больно бьют по Скорпионам. Очень больно, но, мне кажется, токсиновому генералу было бы выгоднее спамить Скорпиона с грейдом на ракеты. Как бы они хорошо работают как против техники, так и против пехоты. Но Бойко спамит квады. Ему вот хочется играть в квады. Не знаю, зачем, правда, он это делает. Ну, вот так. Батлбас. Вот в чем дело. Наспамил кучу пехоты, видимо, и все это посадил в батлбас. И он поехал вперед крошить скорпы. Ну, тут такая огромная армия, которая может без труда, в принципе, этот Скорпион, точнее, Батлбаста перевернуть. А вот тут, в лесу, вот он в углу стоит. Внизу, точнее, рабочий такой любопытный. Вопрос, будет ли там какая-то нора или не будет. Здесь рабочий сидит от Бойки, не дает пехотинцам сесть от Маракара. Ну и что же, проехал, пострелял здесь Маракар, норку убил и отступил. Вот это, и, кстати, застелсил. Норочку все-таки застелсил боец справа, да? И, кстати, фугас вот тут все-таки состоялся рядом с домиком, в котором до сих пор тусовка какая-то продолжается, несмотря на то, что вышку подорвали. И норка, кстати, готова практически. И тоже застелсить бы ее было бы неплохо. Так, и скат-лаунч появляется. Появляется скат-лаунч, который бьет по норам, и Бойке нужно что-то предпринимать. А тут басы. Басы, которые все-таки увидели каким-то образом строительство этой норы, приехали и ее забрали. Выход в черные рынки. Что же касаемо Маракара, дворец готов, и также спамит вторичную экономику. Пока до скатштормов дело не идет. Но Маракар занят. Маракар занят тем, что он хочет добраться до вышки. А здесь басы приехали. Приехали басы, нарвались на домики. Тут еще и Джарман Келл прибежал от Маракара. Как бы Бойко отступает, боится, видимо, потерять свои басы. И вышка, все. Не понадобилось Маракару еще одного подрыва, чтобы подорвать эту вышку. Он просто через скат-лаунч ее закрывает и выбивает пилота здесь из токсотрактора. И еще одна норка сейчас, возможно, будет снесена, и Бойко теряет позиционку свою на самом деле. Сейчас он остается только, по сути, на базе. А вот Маракар как-то и НПЗ себе взял, и сверху у него позиции, и здесь у него вот норка есть стелсная. Тут вообще фугас поставил, да, как бы позиционно боец справа чувствует себя, на мой взгляд, как-то поудачный. Да, по крайней мере, Маракару до Бойко
бойки куда ближе. Вот, допустим, с этой норы выехать или отсюда выехать большой армией какой-то и начать базу поджимать. Еще добавляются черные рынки от Токса, батл базы, загружается пехота. Но правильно, в принципе, все. Я говорю, что карта нищая. Тут добывать только на базе. Вышки снесены. Все. Из того, что можно перехватить, это вот только нефтеперерабатывающий завод и получить скидку на юниты. Но добывать только на базе. Больше негде. Поэтому выйти во вторичку, мне кажется, самое разумное решение. И пошел Джарман Кэл вперед на разведку, я так полагаю. Ну, можно, кстати, попробовать до базы тут добраться. Все равно, как бы, норы далеко. И не вижу я пока никаких тут квадов там или еще чего-то. И, кстати, появляются рокетбаги от бойца справа и каркас черного рынка. Через фейк все строится, чтобы рабочих меньше, как бы, да, тратить на это дело. Вот построил быстренько через фейк, следующий строишь, а этот учишь на настоящий там, да, через грейд. Ну, а, кстати говоря, не выучил пока апгрейд Маракар на укрепленной постройки через дворец. А здесь рабочий побежал и зря это сделал, его уничтожили. Батлбасы пошли вперед. Там 4 рокетбаги, которые потихоньку, полегоньку, в принципе, могут пробовать эти басы выцеплять одного за другим. Как бы в бойке, на мой взгляд, нужно сейчас быть поделикатнее со своими юнитами. И он подъезжает к нефтеперерабатывающему заводу и будет его уничтожать. 3 батлбаса сделают это без каких-либо проблем. И одного ракетчика даже высаживает сейчас бойка в домик будет садить. Начинается перестрелка. А здесь тем временем работает скат-лаунж. Здесь также пехотинец от токсинового генерала сидит. И норка под снос. Та самая норка, с которой выезжали скорпионы и пытались добраться до сапплая. Хорошо. Хорошо, выехал, на мой взгляд, бойка, почистил немножечко позиции здесь. Здесь у нас фугас по-прежнему продолжает стоять. Вот будет, конечно, интересно, если все-таки бойка нарвется на эту минку, да, как бы, и минус домик, и пехотинец также до свидания. Даже если ты слышал выстрел Джарман Кэлла, скорее всего, он и доработал этого пехотинца. И рокетбаги близко подъехали. Ну, надо по домику, наверное, пробивать. Здесь домик Маракару убили. И можно рабочего привести. Почему бы не дом подхилить, ракетчика обратно посадить. Ставится маяк, да, это бойка. Он поставил маячок, просканировал, видимо, территорию, увидел минку. Но хотел Маракар продать ее даже. Но не получилось. Бойка приехал, ее уничтожил. Подъехал близко. Боец слева и скат-лаунж-то жив, слушайте. Скайтланд жив, он не уехал в норку, и очень жаль, и батлбас дорабатывает здесь, и скат-лаунж, и норку уничтожает, почти уничтожил, почему-то здесь бойка отвлекся на что-то, видимо, еще одного ракетчика сейчас будет в домик садить, и я думаю, что этот пехотинец без проблем эту берлогу доработает, там буквально осталось один раз выстрелить, но пока этого не делает. Рокетбаги, и один батлбас переворачивается, а второй еще буквально там немножко выстрелить, и, кстати, можно попробовать достать. Но Маракар решил до конца закрыть этот. Да, тут пехотинцы есть, отступать надо, иначе можно одну из баги своих потерять. Я думаю, что этого делать не стоит. И ставится еще одна норка на центре. А здесь домик пустой. Можно своего пехотинца какого-нибудь посадить, как раз таки из этой норы тут рассаживать. Но бойка как-то побыстрее, да, работает. У него были пехотинцы с батлбаса, и он посадил на центр свою пехоту сюда в домик. Но едет токсотрактор, контроль будет, не будет. Он почему-то развернулся по итогу, этот токсотрактор, и погиб. Опять батлбас. Врезается, можно сказать, здесь в рокетбаге. Минус одна, до второй достанет. Нет, нет, она уйдет все-таки. И батлбас, до свидания. И бойка поехал как-то небрежно, на мой взгляд, на верхние позиции. Захотел их выбить. Но свои басы, ну тут только один, по-моему, остался. Джарман Кэл палится и погибает, между прочим, в токсинах сейчас. Но я думаю, что бойка хотя бы закроет здесь норы. А токсиновый ребель пойдет уничтожать пехоту в здании. Ему бы побыстрее, на самом деле, до этого домика добежать. Через забирает скрапик, берет лычку, соответственно. И, слушайте, через контрол Маракар дом добивает. То есть уже туда не сядешь. У вас 4 рокетбаги как бы катаются. Здесь работает скат-лаунж, бьет по дому. Еще один батлбас пошел вперед. Рокетбаги преграждают ему путь и нарываются. Минус одна. Потеря скаут-лаунча, я так полагаю. Пехота бьет, плюс рокетбаги тут что-то пытается. Потеря еще одно, и бас все-таки переворачивает Маракар. И я так полагаю, что такими темпами сейчас его добьют полностью. Пехота в нем также погибнет. Очень жаль, на самом деле. Все, минус. Закрыли. И здесь дом добил Маракар через скат-лаунч. Пехоту можно, я думаю, что уже возвращать обратно. И обратно там к себе на базу и в новый садить батлбас. И появляется на карте первый скат-шторм от токсинового генерала Гла, доктора Тракса. Что же касаемо Маракара, Маракар тоже еще буквально 10%, и у него также будет
Скатшторм, он по-прежнему спамит, кстати говоря, вторичку. Что же касаемо ресурсов, ну вот уже один сапплай отработал. Как я и ранее говорил, карта довольно нищая, на мой взгляд, поэтому о вторичке бойцы заботились заранее и правильно, на мой взгляд, сделали. Здесь еще добавляется черный рынок, ставят также Бойко маяк на Скатшторм, добавляет циферку 1, он будет знать, что в будущем, если добавится еще один Скатшторм, этот запустится быстрее. А вот у Маракара своя фишка, он ставит маяк и не цифрами, да, как бы помечает Скатшторма, а через букву, ему так интереснее. Ракетчики садятся в дворец, побаивается Бойко, вдруг тут кто-нибудь приедет, и каркас еще одного Скатшторма, что касаемо Маракара, он больше каркасов своего супероружия не дает, он добавляет еще черный рынок и еще больше дефается. Здесь Ребель остался, ну, как так стоять, да, как бы в домик он сесть не смог, можно в этот домик посадить своего Ребеля, почему бы нет, тут рабочий бесхозный, причем еще и каленый. И рабочий интересно от Маракара, но что-то он его как-то не контролирует совсем, я думаю, что сейчас его просто убьют. На раз скоро достроится, долго ему не прожить. Но вот все, но это будет, конечно, очень смешно, если он все-таки пройдет здесь. И саботер. Приехал саботер от Маракара. Но тут все вокруг Бойко дефает и обнуляет счетчик. Обнуляет счетчик, и теперь Скатшторм Маракара выстрелит быстрее, чем у Бойки. Но вот я очень люблю на самом деле такие мувы через саботера, все это очень прикольно выглядит. И вот смотрите, сколько нор, сколько стингеров дает здесь Бойко по кругу своего ската, чтобы никакой более саботер здесь не проехал. А здесь отмена постройки норки, тут рабочий стоит, и Бойко его спалил. Очень жаль, что Маракара не получилось его применить. И здесь рабочий также от Маракара бежит. Ну, тут должен, по идее, все видеть. Все должен видеть Бойко, да, как бы тут рабочих очень много, плюс сидит, по-моему, ракетчик вот в этом домике, поэтому нужно поехать и чем-то отменить этого работягу. И я, кстати, слышал еще одного саботера, то есть еще раз, что ли, обнулялся счетчик, я так полагаю, и работают рокетбаги. Минус одна позиция. Поехали тем временем батлбасы отгонять эти рокетбаги, они уходят, как бы побаивается Маракар потерять свои юниты, ну и правильно, в принципе, зачем. И, кстати, строится второй Скатшторм. Строится второй Скатшторм, может быть, даже и достроится раньше, но хотя вряд ли. Бойко-то куда быстрее начал это дело. И вот сейчас уже появится второй. Блин, ну вот мне кажется, что еще раз смув с саботером здесь просто не прокатит. Посмотрите, просто вокруг все здесь задефано. Скатшторм полностью под защитой. Ну только если вот выбивать потихоньку, полегоньку тут отбивать и сразу саботера держать на готове. Еще рокетбаги добавляются. Большая достаточно пачка. По-прежнему фугас здесь у Маракара живой, где он его поставил, вот он стоит. И пробил по батлбасу здесь с помощью Джармана Маракар, но Бойко успел обратно вернуть своих пехотинцев в баз, и он продолжает жить. Джарман отступает, рокетбаги работают, и минус один баз, причем до конца, по-моему, его закрыл сразу же. И второй перевернуть успел. Норка распродается, не хочет Маракара ее потерять, но нет, все-таки Бойко ее уничтожает. И третий баз теряет. Очень печально, на самом деле, 4 база, как бы, и что он здесь, по сути, добился. Ну, только что Норку убил, ну и пару юнитов, может быть, с собой забрал. Это и все, и возвращается обратно на базу. Так тут еще и Джарман бежит и потихоньку ракетчиков выцепляет. Кэш-баунти, между прочим, рубит в экономику угла. У каждого уже третий ранг, у Бойки уже 4-й, кстати говоря. До 5-го он, может, даже и дойдет-то побыстрее. А здесь дом. Здесь уничтожается дом, работает Маракар и добивает потихоньку, полегоньку ракетчика. Ну, сейчас думаю, что через Джармана закроет куда быстрее. Да, все, минус. Минус ракетчик, и дом убили полностью. Поехал новый саботер. Ставится нора, очень близкая на самом деле к базе Бойки. И вот тут, кстати говоря, можно попробовать и проехать. И вот этот счетчик-то обнулить. Почему бы и нет? Добавляется еще один военный завод, второй, еще больше рынков, еще больше позиций на базе. Кстати говоря, где второй Скатшторм у Маракара? Вот он. Вот он, второй Скатшторм появляется. Можно попробовать подъехать. Вот пробивает, кстати. Пробивают. Рокетбаги-то позиции. Саботер отступает. Вот, может быть, зря такую армию огромную сейчас привлек Маракар. Хотя, с другой стороны, по-моему, он ее просто выманил. И саботер подъезжает. Без проблем и обнуляет и этот счетчик. И получается, что сейчас у Маракара и один, и другой Скатшторм выстрелят быстрее. Бойко пострадал, конечно. Очень пострадал. По таймерам, по своим. Еще больше добавляет позиций, чтобы более никакой саботер не проехал. Но как же я люблю. Как же я люблю такие вот мувы. Еще 2 база было потеряно. Боже мой, что происходит? Маракар, как же ты ювелирно отрабатываешь эти батлбасы своими баги. Пробивает
пехоте. Еще минус 1 пехотинец. И, кстати, 4-й ранг. 4-й ранг уже у Маракара, и он потихоньку, полегоньку по экспоинтам-то догоняет своего оппонента, и полетел первый скат-шторм. Я предполагаю, что Маракар будет бить по вторичной экономике, и скат-шторм он все равно не закроет по дворцу. Он будет бить по дворцу, чтобы более тут никаких скат-штормов больше не строилось. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока дворец готов не будет. Ну, и сейчас, через 40 секунд, и Бойко свой скат-шторм запустит. Навряд ли тут саботер прокатит. Все закрыто. Ну, абсолютно. Ну, как тут? Да никак тут не проехать, на мой взгляд. Ну, только если где-то вот тут вот проезжать, да. Ну, тут радарный фургон спалит, как бы и норка тут есть. И, кстати, я слышу токсиновый ребелямбуш. Шикарно, сколько баги смог забрать сейчас Бойко с помощью этих ребелей. Тут еще и Джерман Келл отработал пилота. Кстати, можно этих баги себе забрать. Вот 2 ребеля стоит, почему бы это не сделать. Троксотрактор поехал вперед. Поехал Троксотрактор, рокет-баги работают. Сейчас и баги свою, в принципе, заберет здесь Маракар. Да, и ребелей полностью доработал. Ребель, кстати, бежит, любопытно. Что он будет тут собирается делать? Поехал вновь саботер. Джерман Келл отработал пилота, но... Или что он тут сделал, в принципе, я не заметил, если честно. Ответ Джарман бежит, а здесь поехал саботер, и все-таки скат-шторм запускается. Маракар приехал своим саботером, стоит пока здесь, но проехать, я не знаю, получится ли. Скат-шторм запускается, я думаю, что будет Бойко бить также по вторичке. Вторички по дворцу, да, и будет закрывать Маракару дворец. Да, ой, господи, так он еще и, слушайте, так он еще и 2 рынка забрал. Вот это залп. А вот это залп, вот это заявочка на самом деле. И сразу же выход в новый дворец от Маракара. Что же касаемо Бойки, он также свой дворец строит. Не знаю, получится ли тут как-то еще раз Маракару подобраться. Не получится, вот даже вот непонятно. Ну все закрыто. Все закрыто, засел Бойко на базе. А здесь еще и пространство очистилось. Может, сюда еще и 3-й скат-шторм даст. Почему бы и нет, если деньги, конечно, на это будут. Минус баги. Пробил здесь по норам Маракар, но потерял один свой юнит. Почему Бойко не забирает эту баги? Вот это вот большой вопрос. Минус радарный фургон. Есть 2 баги, ответка и минус 2 баги. 2 баги убили, 2 баги Маракару. Классно. Поехал здесь саботер, вот он по краю карты летит, едет. И получится ли? А получится ли обнулить-то счетчик? Так куда? Он и так, в принципе. Ай-яй-яй-яй, слушайте. Хотел Маракар вновь обнулить счетчик, да вышли квады, вовремя спалили этого саботера, да, как бы, и убили его, не получилось. Не получилось Маракару его обнулить, нужно новый заказывать. Вопрос, получится ли еще раз подъехать-то сюда. Вот, тут интересно, на самом деле, поехал Бас вперед. Но все-таки Маракар отступать не рискует. Юнитов много. Может, он хочет пробить этот скат-шторм с помощью, там, не знаю, батлбаса, как-то попытаться подъехать, и потом через скат-шторм закрыть скат-шторм Бойки. Ну, и, кстати, дефается опять. Опять дефается Бойко, боится саботеров, как бы тут Джерман Келл бегает просто пока, ну, типа, как разведка. Здесь по-прежнему рабочий в домике сидит. Ну, Маракар как бы к этому домику-то не стремится. И вот про рабочего, про этого, кстати, забыл. Можно было бы попробовать и подойти. Ну, попытаться. Подъехал батлбас, нарвался на норы, и через баги... добирается до него Бойко, и Бас переворачивается. Надо пехоту отсюда высаживать. Но мне кажется, Маракар боится это делать, потому что боится Джерман Келла. Выходит Скорпион. Скорпион закрывают, и норка также до конца здесь будет закрываться. И позиции Маракара рядом с базой Бойки закрыты. Все, теперь придется через всю карту пилить, либо рабочих гнать. Батлбас до конца, до свидания. И 3-й каркас. Каркас 3-го скат-шторма, пожалуйста. Сейчас еще и 3-й СВ появится у Бойки на карте. У Маракара пока только 2. Будет ли он ставить 3-й? Вот это вот большой вопрос. Что ж по рынкам? Раз, два. Скат-шторм готов. Раз, два, три, 4, 5, 6 рынков есть у бойца справа. Скат-шторм запускается. Что же касаемо Бойки? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 черных рынков. Еще позиции даются, такие более выдвинутые. И по рынкам бьет. Бьет по рынкам, по позициям, здесь по юнитам. Хороший залп, хорошо здесь прирядил. В принципе, теперь у Бойки остается 5 рынков, а у Маракара 6. То есть на одно теперь он получает преимущество. Но запускается скат-шторм. Кстати, через буквально там 15 секунд можно будет выстрелить Маракару и закрыть Бойки скат-шторм. Но у него резко появится второй, он у него строится сейчас. Скат-шторма бьет. Бойко бьет по скат-шторму и почти его закрыл. И есть 5-й ранг, можно открыть скрытую атаку. Можно ее открыть и добить. И она открывается.
И она открывается, а если чем контрить, и сразу же запад, и сразу ребеля, и буквально чуть-чуть удалось выстрелить. Буквально немножко, да, Скотшторм этот даже может и отстроиться, но до конца выстрелить не получилось. И Скотшторм восстановится. Все, буквально 2 ракеты успел Маракар высвободить, да, скажем так, из этого скада. И 5-й ранг у Маракара также уже готов. И вышел, был один корп, который добил до конца Скотшторма, и теперь у Маракара их 1, а у Бойки 3 и Токсобомба. Токсобомба под военный завод, я так полагаю. Здесь строится КЦ, и у Маракара до сих пор нет командника, и у него нет, соответственно, еще пока скрытой атаки. Он отменяет строительство командного центра, потому что тут рабочий погиб просто на токсинах, так еще и потерял свой, радарный фургон, наверное, так скажем, правильно же? И, соответственно, остался без миникарты, если, конечно, у него нет еще одного. И я даже не знаю, ну вот по ресурсам, 1, 2, 3, 4, 5, ну вот 6-й сейчас достроится. Его тут немножко Скотшторм потрепал, очищается токсины, ставится КЦ. Ну вот 6 рынков, Бойко, 1, 2, 3, 4, ну 5. Было 7, стало 5, то есть как бы ему разнесли. Да, по ресурсам, конечно, печально, на мой взгляд, у обоих бойцов. Но у Бойки преимущество, у него уже готов КЦ, у него 3 Скотшторма, у него есть повышение. И мне кажется, теперь вот просто сидеть и добивать своего оппонента через Скотшторма, через повышение. Ну тут рокетбаги катаются. Плюс Джерманкел есть, пробивает потихоньку позиции, как бы. Ну и Скотшторм будет бить по рынкам. И минус 3. Было 6, осталось 3. Бойки, напоминаю, 5. КЦ вовсю строится. Боже мой, а. Осталось 3 рынка. Надо как-то пытаться строить, наверное, рынки добавлять. А здесь тем временем баги на баги. Бойко отвечает, и Маракар отступает. Ну, кстати, Бойко потерял батлбас, я так полагаю. Маракар уходит обратно к себе на базу. Здесь есть еще 2 рокетбаги. Токсотрактор зачем-то, я пока не понимаю, правда, зачем. Ну, хватит уже настреливать здесь. Мне кажется, что уже очистил все. Маракар, как бы, сейчас эти токсины уже, в принципе, уйдут. Настреливает, тем не менее, продолжает. Еще больше позиций дает Бойко. Не знаю, получится ли у Маракара как-то вскрыть сейчас бойца слева, да, как бы. Тут даже, мне кажется, скрытую атаку-то дать негде. Тут сразу же все в позициях. Все в позициях просто, ну, негде ее открыть. Чего не скажешь, кстати говоря, о Маракаре. У него как бы довольно открытая база внутри, да. И, кстати, он свою скрытую атаку развернул сюда поближе. Поближе к базе. Поближе к базе красного глашника. И токсобомбу сбрасывает. Достроил, значит, Маракар свою КЦ. И скоро запуск Скотшторма будет. Закрывается токсиновая нора. И, кстати, очистил, так Токс сразу же очистил эти токсины от токсобомбы, да, как бы, и все, можно дальше продолжать на базе работать. И открывается открытая атака от Бойки, и он сейчас может просто закрыть военный завод. Даже, по-моему, без потерь. Тут только Басна получал, рокетбаги отступают, они в стелсе, взял скрамблер себе Маракар в повышение. И батлбас переворачивается до конца. Но, в принципе, он хорошо поработал в сочетании с танками, скорпионами и рокетбаги. Закрыли один из военных заводов Маракару. Маракар пострадал и сильно. У него всего лишь 3 рынка. Он лишился одного военного завода. И что ему сейчас строить? Он строит рынок. Ну вот то ли завод, то ли рынок стоит. Что тут делать, непонятно. Джерманкел стоит в стелсе. Пробивать пытается, Маракар пытается тут по норам бить своими баги. У Бойки есть, в принципе, ответка. Я не вижу, чтобы он добавлял свои рынки. Вот я вижу, что вот 1, 2, у него 3, 4, вот 5-й пока фейковый. Подождите, 1, 2, 3, 4, 5, это 6-й будет. То есть уже в 2 раза преимущество сейчас по рынкам. По крайней мере, пока Маракар вот этот не отстроит, так у него хотя бы будет их уже 4. С рынками, конечно, тяжко. Вообще с экономикой тяжко у каждого из бойцов. Ну, ждем Скотшторма, и он запускается. Скат запускается, поехали вновь рокетбаги, бить по рабочему, рубить кэш-баунти, еще 20 баксов себе приносит в свою казну Маракар. И пробивает Скотшторм по Скотшторму, по позициям. Получится ли через баги закрыть? Но тут ребелямбуш токсиновый, и приходится рокетбаги уйти. Так еще и потери по всей видимости были. Да, тут есть Джарман и ответный залп. Причем того же самого, которого практически мог Маракар-то и забрать. Пробивается военный завод. Что будет бить этот Скотшторм? По дворцу.
по дворцу, чтобы больше не было скатов, чтобы больше не было рынков. Сейчас придется потратиться. Интересно, откатилась ли скрытая атака? А то, может, сейчас Бойко откроет скрытую атаку и просто скатшторм добьет. Вот тут до половины каленый после залпа своего скатшторма. Открывается скрытая атака от Маракара. Ее сразу же закрывает, правда, с очень большими потерями. Достаточно большая армия Рокетбаги сейчас была у Бойки, и он практически ее всю потерял. Тут только 2 осталось, но скрытую атаку закрыл. Маракар отступает. Добавляет еще одну баги из норы. Тут рабочий стоит. Не знаю, мне кажется, надо дворец строить. Надо строить дворец, потому что тут печально на самом деле ситуация. Сейчас еще один скатшторм запустится. Если он запустится и ударит по скаду противника, да, то вполне возможно он его добьет. Дворца нет, рынков нет, не знаю даже с чего. Маракар тут нас спамит. Мне кажется, что это уже тяга времени какая-то. То есть тут уже проигрыш. Да, это по скатшторму. Это по скатштормам все-таки Бойко как-то так интересно сыграл, он задефался, он сидит тут себе на базе, да, много позиций дал, хотя Маракар пытался, он тут и с саботерами работал, тут и баги постоянно кошмарит бойца, да, но он держится, и держится довольно, на мой взгляд, успешно. Сейчас, правда, военный завод может потерять, а Репелямбуш был довольно давно, он еще пока не откатился, тут надо чем-то другим, ну вот есть 2 баги, есть Скорпион, есть Квад, можно попробовать даже посражаться, но минус Скорпион, кэш-баунти рубит Маракар. Очень побежал вперед, но Квад сейчас его заберет, я так полагаю. Но минус Квад быстрее, чем рабочий. И ракетчики также побежали, чтобы Рокетбаги тут поотгонять. И скатшторм еще один готовится. Опять бьет по военному заводу Маракар, но ракетчики баги отгоняют. Против ракетчиков баги достаточно картонный. Скрамблер, это не токсобомба ли? Да, это токсобомба рядом со своей базой, чтобы было меньше пространства для маневра у Маракара. И запуск скатшторма. Что на этот раз пострадает? Завод, рынки, что будет сейчас пробивать? По заводу. По заводу, по казарме, по саплаю. Ух, как сильно, боже мой. Тут одна только казарма пережила. И то она как бы, да, до берлоги тут закрыта. Но она отстроится, окей, и открывается скрытая атака. Если чем контрить, то только 3 скорпиона. Что оттуда вылезет? Вопрос. Пачка большая, сейчас заберет черный рынок. Бойко забирает еще один черный рынок. Строится все-таки дворец, Маракар не намерен сдаваться, 3 рынка у него все еще есть. Пачка решается вновь выйти, перебить эту мизерную армию Маракару и даже попробовать тут по базе поработать. А чем отбиваться? Рокетбаги возвращаются, я так полагаю, обратно на базу. Маракару очень печально, минус нора. На пути черный рынок, сейчас если еще и этот черный рынок убьет, то у Маракара их остается всего лишь 2. А если токсобомба? А если токсобомба у генерала справа, но правда через скорпионов, в принципе, Бойко легко с токсинами-то справится. Но правда при взрыве этой токсобомбы Бойко потеряет свои баги. По казарме бьет. Рокетбаги работают, надо перенаводиться. Бойко, зачем же так сливать юнит? Надо было Рокетбаги перенавестись, хочет казарму убить. Ну, это сейчас восстановится. Вопрос только когда. Еще ближе к каркасу дворца, к черному рынку подходит боец слева. Через минуту 20 запуск еще одного скатшторма. Да нет, Маракар-то здесь отобьется. Маракар-то здесь отобьется. Рабочих ему можно еще выводить, благо есть КЦ. Но база очень голая. И не дали достроить дворец. Нужен рабочий. Рабочий есть. И деньги есть, кстати говоря. Токсиновый Репелямбуш. Бойко работает, правда теряет еще последнюю, можно сказать, такую крайнюю Рокетбаги. Маракар вроде как отбился, да, и вот через, наверное, Скорпион сейчас будет убивать этих ребелей, пытаться, но эти ребеля могут сейчас убить рабочего, и они его убивают, то есть вновь не дают построить дворец, придется тратиться. Поехала, полетела токса бомба сейчас, и открывается скрытая атака, но я не вижу, правда, где, к сожалению, тут еще и перехват. Я не вижу где, а вот она где открывается. Открывается скрытая атака, тут 2 рокетбаги, токса-бомба, ну через нор, ну через Скорпиона все это легко, в принципе, да, легко эти токсины как бы чистятся, тут перехватить пытается у Маракара Бойко черный рынок, но благо не дали, тут Скорпион работает, вот было бы, конечно, смешно, если все-таки так получилось. Саплай ставит Маракар и сдается, все, он как бы уже, все, понял, что это уже все, ну куда тут уже? Как бы тут уже игра проиграна, как бы тут столько отстраивать, а там 3 скатшторма, которые все это просто закроют. Как бы Маракару в этом бою не повезло, Бойко оказался сильнее. Ну что ж, бой окончен, статистика на экране, с вами был Алекс, играйте генералы.